Всех приветствую! В этом видео я расскажу о том, как вижу мир, физически вижу мир, и то, как его описывают математики. Вот то, как его описывают математики, многомерность нашего мира полностью совпала с тем, как я его физически вижу. И это не про эзотерику, не про мистику, не про всякие теории. Это математическая модель, которая соответствует моему физическому восприятию мира. Кириллов Сергей, канал «Предназначение». Сначала я хочу пояснить, что значит структура мира, из чего она состоит. Она состоит из определенных уровней сознания, и эти уровни, они друг с другом не пересекаются. Переход возможен только квантовый. Это как там звук и цвет, запах и вкус. Одно из другого логически не вытекает. Это разные по природе, по своей ощущения тела. И одно в другое никак не перетекает. Вот так же уровни сознания. Они как бы разные. То есть, есть, допустим, мысли и есть ощущения. Они как-то, они связаны, как я расскажу. Но одно из другого, одно в другое не перетекает. Это как бы разные плоскости, разные тонкости, разные ступеньки, да, или разные уровни сознания. И есть много теорий математических, которые основаны на теории гравитации, есть теория струн, которые говорят, что чтобы описать то, что происходит в мире математически, необходимо и достаточно 11 измерений. С учетом того, что 3 измерения – длина, ширина, высота физического мира. То есть, если измерениями понимать именно уровни, то тогда это те же 9 уровней, которые я вижу и ощущаю. Соответственно, это то число, которое необходимо и достаточно для того, чтобы описать любую систему. И дальше я расскажу, как происходит движение по этим уровням, и поделюсь тем, как пройти свой путь, независимо от того, на каком этапе вы находитесь, как пройти его самым коротким способом. Давайте я поясню на примере. Очень схематично. Предположим, что вот это такой дом или человек, или дом, а вот это вокруг – это какое-то пространство. И просветление – это возможность попасть вот в это пространство. Схематично, еще раз говорю, да? И соответственно, человек поднимается, заходит в этот дом и начинает бегать вот здесь по этажам, по разным. Кто на какой этаж забрался, тот начинает бегать. И как только он находит на этаже какой-то лабиринт и доходит до окошка, и выходит из окошка, он уже как бы вне дома, да, он уже вышел из окошка, он уже вне дома, и он уже описывает этот дом как что-то внешнее по отношению к себе. То есть, он уже вне дома и описывает сам дом. Условно назовем это состояние опыт просветления. Условно. Когда человек находится на каком-то определенном этаже, допустим, на первом, он весь этот этаж прошел, он все узнал, и дальше, когда он вышел из дома, из своего первого этажа, то все остальные уровни он тоже видит. Но описать их, объяснить их он может только, он может только в виде их проекции, да, на свой вот этот этаж, на тот, который он уже осознал и который он знает. То есть, он описывает все вот эти другие уровни, он их видит со стороны, он видит все эти этажи, видит все вот эти окошки, но описывает это, исходя из того, как они проецируются на этот уровень. Чем ниже уровень, чем более он материальный, тем больше он охватывает, но тем труднее его пройти, потому что он сам по себе больше. То есть, здесь идет самый нижний, это материальный такой уровень, да, физический. То есть, когда человек его проходит, он полностью владеет своим телом, он тело воспринимает как некий объект по отношению к себе и осознает, что есть что-то большее, кроме тела, что управляет телом. Здесь по чакрам вначале-то идет, все понятно. Второй уровень – это когда эмоции, чувства, да, он получает опыт, и если он в этом теле дошел до какого-то логического конца, то есть прошел тело полностью, то он уже выходит из
вот этого своего уровня и описывают все остальное, все остальные тела, всю остальную структуру, описывают ее в проекции на вот это, то есть через эмоциональный язык, через те практики, опыты и так далее, которые он проходил здесь. Если человек изучал свои желания, сникал, откуда они берутся, как там, выполнял там, и так далее, ну, следующий опыт, да, через понимание, через мысли, да, через там энергию, как там экстрасенсы, да, или там вот через всякие энергетические вещи, через уровень общения с Богом, да, когда человек всю жизнь искал Бога, молился Богу, да, и вот он его нашел, вот он уходит на этот уровень и описывает все остальное, но описывает это как влияние Бога, да, то есть он описывает как вот этот, допустим, уровень. Не обращайте внимания, что Бог, я показываю уровень, это сейчас не важно. Ну, то есть он описывает, как вот этот уровень, он проецируется сюда, и как Бог проявляется во всех остальных уровнях. Он может описывать только на этом языке, потому что это его язык, он шел сюда через Бог. И есть те, кто идут через растворение образа себя, то есть те, которые отрицают, что есть что-то, ничего нет, там пустота, это не я, вот такие вот, да, практики всякие медитативные, это те, ну, условно говоря, допустим, вот на этом уровне, да, они говорят, что и Бога тоже нет, поэтому я Бога чуть ниже нарисовал, они говорят, что Бога тоже нет, то есть они вот через этот проходят, они выходят сюда, то есть из своего вот этого высокого окошка, да, и описывают уже весь мир, да, тоже так же, как и вот этот, разницы нет в этом смысле в описании. Но просто здесь человек описывает его через свой опыт, то есть через вот эти маленькие абстрактные понятия, да, что ничего нет, все это нирвана, вот через вот это описывает. Вот это описывает через вот это. А человек, который прошел вот этот путь, он его описывает через физические ощущения, что нет никакой нирваны, нет никакого Бога, есть мозг, да, он там что-то, у него там химия, физика, там крутится, вертится, там все строение, все там нейроны и прочее. То есть он описывает, допустим, через физику, да, то есть он все вот это вот он проецирует на то, что знает, и описывает всю вот эту пирамидку, описывает через вот этого. Естественно, у него на его уровень проецируется практически все, да, все остальные уровни, и он может любой уровень описать, перевести его на язык обычной там, физики, физиологии, материи или чего угодно, и, соответственно, описание будет достаточно логичным. И чем грубее уровень, чем он ниже в этой пирамидке, тем дольше по нему ходить, и тем сложнее выйти из этого уровня, потому что здесь внизу пирамидки уровень большой, чтобы пройти его на этом уровне, там, на уровне тела, да, на уровне всяких телесных практик, нужно много времени. На то, чтобы понять, да, нужно времени мало. Ну, так, сейчас сравню, допустим, смотрите, вот система счета, да, от 1 до 10, да, а потом идет 20, потом 30. Вот ее перебрать, досчитать до 100, там, перебрать камешки там, до 100, это долго. Да, это достаточно долго, но в какое-то время, когда там перебираешь сотый, там, тысячный камешек, уже в голове начинает возникать ощущение, как же это все устроено, как оно все вот там устроено. Но если сразу объяснить систему счета, как есть разряды, вот там, допустим, нолик, единичка, да, дошло до этого, разряд, ладно. Вот, то есть, как бы дошел до десятки, дальше следующий разряд, дошел там до сотки, следующий разряд. Вот если саму систему счета понять, то тогда не обязательно все камешки перебирать. Оно понятно как бы так. Вот это я имею в виду под уровнями. Да? То есть, на каком-то уровне есть просто понимание, да? А на каком-то уровне физически надо это все пересчитать и сказать, что я все камешки считал, я все знаю, устроено это вот так вот. И, соответственно, на каждом уровне разные есть там практики, теории и разные методы того, как тот или иной уровень проходить. И есть еще один путь, который соединяет все вот эти вот этажи. То есть, это путь, через который можно сразу, давайте вот так вот нарисую, на который можно сразу выйти прямо вот на верхушку. То есть, такой лифт получается, да? То есть, вы заходите в этот лифт, и вы сразу попадаете на верхушку, и сразу отсюда видите весь окружающий мир, то есть, сразу отсюда описываете всю пирамидку. Но в этом случае ваша проекция на все другие этажи, она будет нулевая. То есть, она будет ширина вот этой лесенки, да, по которой можно было идти. Но если вы описываете отсюда со стороны, с внешней стороны, то вы видите пирамидку самым лучшим образом.
Вы видите отсюда, вы видите лучше всего все вот эти вот этажи и как они устроены. И вот этот лифт, который идет сюда, точно такой же лифт, по такому же лифту можно и двигаться и в каждом этаже. То есть по такому же как бы принципу движения вверх, по такому же принципу движения и вдоль каждого этажа. И вот этот лифт – это и есть тот самый короткий путь, о котором я говорю. То есть через этот лифт можно попасть сразу в то состояние, из которого, там называют его там просветление, да, и сразу отсюда уже видеть, как все выглядит, в реальности. Собственно говоря, именно это математики и доказали. Они доказали, что количество и необходимое и достаточное вот этих вот измерений, оно как раз соответствует вот этому, примерно соответствует вот этой вот картинке. На каждом уровне, вот здесь вот, чтобы подойти к окошку, есть определенные ловушки. То есть не так просто заниматься своими практиками, чтобы выйти за пределы тела, за пределы своих знаний. Не так просто что-то понять, чтобы выйти за пределы понимания. Да? Не так просто что-то ощущать, что энергетически или как угодно, чтобы выйти за пределы ощущений. Что касается вот этого пути, то здесь практически нет вариантов, нет ловушек. То есть, вот если мы говорим про этот путь, то здесь нет ловушек. Здесь он самый-самый-самый прямой. Здесь, если мы говорим про этот путь, про какой-то, вы можете дойти до окошка, да, а потом вернуться, а потом еще дойти до окошка, вернуться, и все у вас как бы с этой стороны посмотреть, с этой посмотреть, сравнить, я так условно говорю, да, то здесь нет вариантов. Вы поднимаетесь на самую верхушку, и в этой точке это всего одна точка, из которой все видите. То есть у вас нет вариантов куда-либо отойти, что-либо посмотреть или там какие-то и так далее. Вот это как раз тот путь, которым я показываю. В некотором смысле его можно назвать гарантированным. В некотором смысле. Но гарантирован не в смысле, что каждый 100% по нему дойдет, а гарантирован в том, что если каждый по нему будет идти именно по нему, то он дойдет. То есть, знать дорогу и пройти по ней – это разное. Вот именно про это я говорю, что одно дело, когда у тебя есть карта, четкая карта, и ты по ней идешь, а другое дело, когда у тебя есть нету карты, но ты интуитивно так примерно понимаешь, куда идти, и как-то ты там выбираешься. Вот этот путь, самый короткий, это, по сути, карта, как с любой точки, с любого уровня попасть сразу вот сюда. А когда вы сюда попали и можете спокойно путешествовать между разными слоями сознания, слоями реальности, там как угодно назвать, то уже отсюда вам легче будет и виднее, как дойти до окошек в этом уровне, в этом или в этом. То есть, предположим, вы, допустим, развивали себя, познавали себя через медитации, через какие-нибудь практики, через энергии и так далее. Но застопорились, потому что практики бесконечные, а ничего не происходит. Вы этим путем можете подняться вот сюда, увидеть свои практики со стороны, увидеть свои ловушки со стороны, все свои косяки, почему ваши практики вас не привели, и дальше либо изнутри спуститься, я так условно говоря, спуститься и выполнять практики правильно, именно таким образом, чтобы они помогли выйти вот сюда. То есть делать практики таким образом, чтобы результатом был просветление. То есть этот путь, он получается универсальный, один для всех, но этот путь – это просто карта. Это просто некий план, как подняться к вот этой точке и получить опыт пробуждения, да, и потом уже с этим опытом вам можно будет спуститься на любой этаж и любой этаж описать. Как именно это сделать, можно сейчас рассказать. Как бы сложности нет. Но если я начну рассказывать, то каждый, кто будет слушать, будет воспринимать, каждый ум будет воспринимать его с того уровня, где у него есть опыт. То есть вот здесь вот опыт развит, я говорю какую-то фразу, и каждый ум ее воспринимает либо здесь, либо здесь, либо здесь. То есть он интерпретирует мои слова, каждый телоум, да, интерпретирует мои слова в
собственный опыт. А опыт, он находится здесь, здесь, здесь и здесь. То есть опыт, он не такой, а он как бы вот здесь. И поэтому, что бы я ни говорил, какие бы слова я ни употреблял, какие бы аналогии ни приводил, даже вот это вот, все равно каждый ум будет это интерпретировать по-своему. Поэтому смысла описывать, как пройти по этому пути, ну, вот как бы так, на широкую публику в YouTube, смысла нет. Но если приходите ко мне на диагностику, то я беру ваш опыт, вот ваш конкретный опыт, и показываю, как из конкретного этого вашего опыта пройти вот сюда. Не в принципе рассказываю о том, какие, не теорию вас гружу, не какими-то там эзотерическими или там психологическими или прочими терминами, а показываю конкретно ваш опыт, как из него переработать, вот попасть вот сюда. А когда вы сюда уже попали, с моей помощью, я показываю вот эту карту, то дальше вы можете развивать свой опыт или идти сюда и оставаться там. Вы вольны в этом смысле. Поэтому кому важно, кому нужно, кто хочет пройти именно коротким путем, устал ждать, подписывайтесь на канал, который есть в профиле в YouTube, и приходите на личный разбор, где я вам покажу конкретно ваш вариант, как именно вам подойти, пройти этот путь.